Всем привет! В этом видео испечем имбирные пряники, приготовим белковую глазурь, украсим пряники с этой глазурью, приготовим еще вот такие винтажные пряники необычной структуры. Если вам интересно, смотрите дальше. Тесто для пряников я готовила в предыдущем видео, ссылку оставлю в описании. Тесто мы приготовили заранее. Берем тесто из холодильника, раскатываем. Тонкость теста выбираем, как лучше нравится. Мне иногда нравятся тонкие пряники, а в этот раз я их так не особо тонко раскатывала. Но имейте в виду, что они еще немного поднимаются и становятся более толстые. Это тесто очень удобно раскатывать, когда оно только из холодильника. Тогда не надо посыпать мукой и не надо сверху класть никакой коврик. И еще очень удобно переносить печенье, которое мы выдавили, с помощью формочки. Пока тесто холодное, хорошо держит форму и можно удобно переносить. Но если делаем более такие тонкие пряники, или нам надо 100%, чтобы форма сохранилась, то выдавливаем пряники на том коврике, на котором будем выпекать. Мне тут не так важно, чтобы были идеально ровные, так как я их просто буду покрывать глазурью. Но если, например, готовить какой-то там домик или какие-то вот такие элементы, тогда надо, чтобы пряники были идеально ровные, и в том случае надо раскатывать на том коврике, на котором выпекаем. Структурные пряники в винтажном стиле я готовлю вот так. Беру силиконовые молды. Холодное тесто очень хорошо раскатывается, очень хорошо оставляет отпечаток. Вот такой коврик вязаный. Выдавливаем печенье. Переносим на перфорированный коврик. Вот обязательно советую использовать перфорированный коврик. Тогда печенье с другой стороны идеальные, красивые. Что еще могу посоветовать? Если вы готовите просто пряники, то соду добавляйте 6 грамм. Но если вы хотите делать такие структурные пряники с помощью разных молдов, тогда соду немного надо убавить. Это для того, чтобы тесто слишком не надувалось, и вот эта структура, чтобы не менялась, и чтобы вот эта форма из силиконовой формы, когда достаем какой-то там орнамент, рисунок, чтобы он оставался, чтобы можно было понять, что это такое. Это тесто я готовила и соду добавила 4,5 грамма. Можно убавить до 4 грамма и максимум 6 грамм, если мы не делаем структурные пряники, а просто пряники, тогда 6 грамм. А вот чтобы сделать такие разные с ковриками, с молдами, вот, тогда 4 грамма соды, и идеально сохраняется вот все детали, даже самые мелкие детали сохраняются. Честно скажу, я не тот человек, который умеет красиво украшать
пряники я обычно выпекаю, но глазурью никогда я не покрывала, так как красиво, аккуратно я это делать не умею. Но в этом году я вот проэкспериментировала с такими структурными пряниками с помощью таких молдов. А вот эти пряники я в тесто добавила вместо муки немного какао-порошок, чтобы сделать шоколадные пряники. Все то же самое, как в рецепте, но добавила 50 грамм какао вместо муки. Тесто получилось более плотное, более твердое. Когда достала из холодильника, с какао оно более твердое, чем без какао. Но по вкусу очень вкусные. Выпекаю пряники 170-175 градусов на перфорированном коврике. Время трудно сказать, так как тут надо смотреть толщину нашего пряника. Вот я снимаю перфорированный коврик, где-то даю 2 минуты постоять только из духовки, и тогда снимаю. Если где-то вижу, что пряник не хочет отходить, то я его не снимаю. Значит, его немного надо еще подержать в духовке. Так как тут пряники у меня разной толщины, и который более толстый, он еще немного вот хочет посидеть в духовке, подсушиться, там минуточку, 2 минуточки оставить еще в духовке, и тогда они красиво отходят от коврика. Вот посмотрите, если вы выпекаете на перфорированном коврике, они получаются идеально красивые. На пергаменте им низ будет такой с пузырями. Вот эти структурные с разными ковриками. Вот так отходит перфорированный коврик. А вот этот пряник еще немного хотел посидеть в духовке. Видите, немного теста осталось на коврике. Конечно, можно постараться сделать все пряники одинаковой толщины, но так как они у меня, вот видите, разные структуры, разный вот этот орнамент, у них разная толщина получается. И поэтому надо просто смотреть. Если не отходит от коврика, отправляем еще немного в духовку. Это шоколадные пряники. Посмотрите, они просто идеальные. Сами по себе очень красивые. И готовим белковую глазурь. Эта глазурь очень удобна в работе, быстро застывает. Берем сахарную пудру, просеиваем. Просеивать надо обязательно, чтобы глазурь была однородная и можно было выдавливать из кондитерского мешка с маленьким отверстием. Берем яичный белок, добавляем крахмал, потом добавляем сахарную пудру, перемешиваем. Я вначале перемешала вилкой, чтобы, сбивая миксером, пудра не улетала. Но так можно сразу и взбивать тоже миксером. Сбиваем миксером примерно 2 минуты и добавляем лимонный сок. И продолжаем взбивать еще примерно 3 минуточки. Вот такая взбитая глазурь выглядит. Она плотная, белая, однородная.
Глазурь делим на столько частей, сколько цветов хотим сделать. Каждую вот эту тарелочку надо потом покрыть пищевой пленкой, чтобы глазурь не застыла. В белковую глазурь надо добавлять краситель совсем минимально. Но это в том случае, если вам нравятся нежные пряники, вот такие нежные пастельные оттенки. После застывания цвет становится немного еще ярче. Далее нам надо добавлять обычную холодную воду. Тут надо добавлять понемногу. Добавляем там чайную ложечку, перемешиваем, хорошо перемешиваем и смотрим на консистенцию. Вот чтобы склеивать детали, вот такая твердая глазурь нам подходит. И такая глазурь еще подходит, если выдавливать из кондитерского мешка с насадкой. Но чтобы выдавливать тонкие полоски, надо более жидкую. Добавляем еще немного воду, перемешиваем. Это еще немного слишком густая. Совсем немного, надо добавить там капельку еще воду, чтобы можно было отсаживать, наносить вот такие тонкие полоски, делать бортики пряникам. Но это вы приготовите, посмотрите, с какой густотой вам удобнее работать. Украшать пряники я не особо умею. Кондитерский мешок тоже вот этот, который у меня особо не подходит. Тут лучше брать такие есть очень нежные, мягкие вот эти мешочки кондитерские. С ними удобней украшать пряники. Но мне был вот такой, вот этот бок мешает, чтобы красиво глазурь выдавливалась из мешочка. И немного вот густоту тоже надо немного еще добавить воду, так как глазурь при выдавливании она немного вот так скручивается, значит она еще немного густоватая. С такой глазурью мы можем вот так украшать какие-то вот Если вам нравится, можно украшать еще разными вот такими бусинками. Честно скажу, я не особо люблю вот эти бусинки какие-то вот такие, но детям они нравятся. Чтобы наливать серединку, заполнять пряник, надо добавлять еще капельку воду, перемешивать, чтобы глазурь стекала, вот так очень медленно стекала. Когда мы ее наносим на пряник, она вначале не гладкая, а потом она распределяется. Можно потрясти печенье, и тогда глазурь должна быстро распределиться и становиться гладкая поверхность. Вот тогда глазурь идеальная для наполнения пряников. Вот видите, вот такая немного жидковатая глазурь подходит для наполнения серединки пряников. Она течет такой густой струйкой. Мы можем проверить, нанести на один пряник. Если глазурь красиво распределяется по прянику,
становится гладкая поверхность, тогда глазурь идеальной густоты. Если она остается где-то неровная, значит капельку в воду можно еще добавить, перемешать и тогда наносить на пряники. Вот наносим из кондитерского мешка, и она сама распределяется в тех местах, где прикасается следующий слой глазури. Вот сейчас немного потрясти печенье, вот, и глазурь красиво распределяется. Становится гладкая, красивая поверхность. С кондитерским мешком взяла мелкую насадку листик и с такой довольно густой глазурью наносила вот такие капельки. Для меня этот вариант идеальный, так как у меня руки довольно трясутся, и вот эти мелкие полоски мне не получаются. Конечно, если потренироваться, а такой вариант получится у каждого, кто не хочет заморачиваться, но хочет красивые пряники. Еще этот вариант подходит для детей. Очень легко так украшать пряники. Второе, еще получается довольно толстый слой глазури. И детям нравится, когда глазурь много. Я думаю, не только детям. Но чтобы был более выраженный вот этот узор из кондитерской насадки, надо брать более густую глазурь. Тут мне еще она такая немного жидковатая. И через пару минут, когда эта глазурь по бокам застыла, вот такой вариант, как можно украшать. Наносим капельки одного цвета, потом берем другой цвет, наносим еще вот такие капельки. И увидите, как красиво будет выглядеть. А вот украшается очень просто.
наносим более жидкую посередине. Видите, она очень красиво растекается. Вот с палочкой помогаем ей дойти до краев. И потом с этой же палочкой проходимся по этим капелькам. И видите, как красиво получается. И тут даже ничего особо не надо уметь. Я думаю, дети будут рады вот с таким способом украшать, что у них получается очень красиво. Не просто нанесли глазурь, но получается какой-то уже орнамент, рисунок. Проходимся палочкой, и появляются вот такие сердечки. Ну, как я сказала, это желтая глазурь, немного у меня жидковатая. Так, можем дополнять разные цвета, делать разные узоры, орнаменты, рисунки. Мне этот вариант кажется очень удобный, так как очень быстро, очень просто получаются красиво украшенные пряники. Эта глазурь застывает очень быстро. Она вот, если наносить по бокам, она уже, пока одно печенье мы украшаем, второе уже подсохло сверху. Конечно, вся глазурь еще не застыла, чтобы полностью высушить печенье, чтобы оно было сухое. Чтобы глазурь была сухая, надо сушить при комнатной температуре примерно 5 часов. Но тут тоже надо смотреть от влажности, от температуры в вашем помещении. Если нам надо очень быстро высушить, можно вот такие печенья поставить в духовку, включить 30 градусов и сушить. Там они высушатся за примерно 30 минут. Но это так, примерно. Может, тоже смотря какой слой глазури, какая густота глазури. Чем больше вода, тем оно дольше будет сушиться. Второй вариант – поставить на батареи. И тоже я вот так нечаянно, сын поставил на батарее печенье, и я через 30 минут его взяла, и он полностью был высушенный, глазурь была сухая, и можно было уже его кушать. И повторюсь, этот вариант украшения печенья подходит для тех, кто боится, кто не умеет, кто хочет быстро, красиво создать пряники с глазурью. Вот такие пряники у меня получились, они уже высушенные. Я, честно скажу, люблю более нежные цвета на пряниках. Ну, как-то я добавляла мало красителя, но все равно получилось немного ярковатые, такие яркие цвета. Но в идеале для меня такие нежные пастельные
цвета. Сейчас мы будем из этих узорных пряников делать винтажные пряники. Берем водку, разбавляем вот этот пряник водка с золотом и наносим кисточкой. Нам не надо покрасить все полностью, можем оставлять такие пустоты, чтобы был где-то коричневый, где-то более золотой. Можно, конечно, покрасить полностью золото, золотой пряник. В жизни они очень красивые, блестит. Он сам по себе уже красивый, он же вязаный такой. И все, тут больше ничего не надо. Тут я наношу белый с голубым немного, тоже разбавленный сухой краситель с водкой. Я использую сухие жирорастворимые красители, разбавляю водкой, наношу кисточкой. Мне очень нравятся вот эти структурные, вот такие необыкновенные пряники. Они так красиво выглядят. И сохраняется вот этот рисунок из этих молдов, хоть пряник поднимается, надувается, но все равно вот этот рисунок, он остается, этот узор остается. Вот окрашиваю белый краситель, немного голубой и водка. Наношу вот в начале белый краситель, а потом можно пройтись золотом или серебром. Тоже разбавляем водкой золото и проходимся по поверхности. И нам получается такой винтажный пряник, такой старинный оттенок. Ну, честно скажу, вот такие мне пряники лучше нравятся, чем с глазурью. Это может потому, что у меня вкус такой. И второе, что такие пряники это довольно редко. Не все такие готовят. Это вот такой деревянный узор. Видите, после выпекания очень хорошо сохраняется рисунок этого молда. Покрываем золотом. А тут вот такая морская звезда. Покрыла золотом. Еще вот такой пряник мне очень нравится с этой надписью. Если у вас есть такие формочки, вот очень красиво получается, красивый подарок сделать такие пряники. Вот сейчас, когда немного высыхает белый краситель, я наношу золото. Золото наношу только по поверхности вот этой детали. И вот так красиво получается. Не знаю, как вам, но мне вот эти структурные пряники нравятся больше обычных пряников. И главное, приготовить их очень просто. Если у вас есть какие-то силиконовые молды, берем, экспериментируем, делаем. Детям будет очень интересно. А потом, когда увидите результат, я думаю, вам еще больше понравится, что так просто можно сделать такие красивые, необыкновенные печеньки. Краситель надо совсем немного, очень мало уходит красителя, вот если так украшать печенье. И вот в итоге все мои пряники
эти вязаные, ну все вот эти, которые с такими структурами, они мне очень нравятся. Глазурь не крошится, она очень хорошо держится вместе с печеньем. Видите, отпечаток от этих молдов остается, никуда не пропадает после выпекания. Это даже, я скажу, я как сама увидела, я даже другие пряники уже готовить не хотела. Я даже не ожидала, вот, что так красиво получится, что вот эти все узоры останутся, даже самые мелкие. Вот видели у этого ангелочка, крылья довольно такие мелкие, и все красиво, отпечаток остается. И видите, я каждое печенье вначале покрыла глазурью на той стороне, которая без этой структуры, без этого узора от ковриков. На одной стороне у меня глазурь, на второй стороне красивый какой-то орнамент, отпечаток от молдов. Если вам понравился видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте. Не бойтесь экспериментировать, порадуйте близких, удивляйте гостей. Всем пока!